Всем интересующимся робототехникой и машинным зрением привет! Чтобы быть в контексте, если еще не смотрели, гляньте это мое видео. В нем я рассказываю, как дошел до жизни такой, что сейчас в моем роботе 4 камеры. Я планирую обучить его распознаванию ориентиров на моем участке, по ним строить навигацию. Чтобы привязать распознавание именно к моим объектам, как снег сойдет, нужно поездить роботом с разных сторон вокруг этих самых ориентиров. В разное время дня, в разную погоду. Раз в секунду или около того нужно сохранять картинки со всех камер. Эти изображения потом собирать в аннотированный датасет. Вот на кадре елка, вот солнечные батареи, вот дом и так далее. По этому датасету обучить нейронку и дело в шляпе. Разметка, то есть аннотация датасета, дело крайне муторное и неинтересное. Нужно на каждом из 1000 кадров выделить прямоугольник и указать «это елка». Я уже занимался разметкой и в Coca-аннотаторе, и в RoboFlow. Да, там есть помощники. Начав разметку новой порции изображений, можно использовать свою же ранее обученную модель для помощи в разметке. И все равно процесс этот занимает долгие дни у компа. Вот бы этот муторный процесс автоматизировать, подумал я. Так совпало, что именно в этот день в телегу пришел анонс новой нейронки Grok 3 от Маска. Вот я и решил заодно проверить возможности этой умной машины. Пришла мне в голову одна идея. Обсудил ее с Грогом. Тот сказал, что мысль дельная. Впрочем, он по умолчанию всегда поддерживает собеседника, так мне показалось. И это правильно. Тогда я попросил его набросать каркас приложения и собрать документацию. Ссылка на исходники, как обычно, в описании. Идея простая. Я давно слышал о варианте Йола с открытым словарем. В ней якобы можно на английском написать «дом с оранжевой крышей», и дома с синей или коричневыми крышами не будут распознаны в этом классе. Отлично, пусть она и занимается аннотацией. Остается этим датасетом добучить подходящую мне быструю и узкую модель. Ту, что я буду использовать на роботе. Это одна из сверточных нейронных сетей типа Yola или нейросеть, построена на трансформерах типа RTDeter. В этот раз я не написал ни строчки кода. Все сделал Grok 3. С другой стороны, этим и помощником мог оказаться и ChatGPT, и Sonnet от Cloud, и DeepSeek. Конкуренция в их сфере творит чудеса. Запустил и понял, что гладко было на бумаге. Оказалось, Yola Vault так себе модель. Она действительно находит объекты, но далеко не все. Как я понимаю, словарь у нее большой, но очень далек по наполнению от любой копеечной LLM. То, что было в начальной Coca разметке, что было векторизовано через клип, она понимает. Я с полчаса пытался подобрать запрос, чтобы найти на кадре елку, при этом, чтобы сеть не потеряла гостевой дом. Но эффект был удручающий. Персону, кружку и ложку она находит легко. А елку нет. Казалось бы, объект распространен. Растет везде. Я пробовал ель, пихту, новогоднее дерево, просто дерево. Нет и все. Она будто издевалась надо мной, говоря: размечай сам, Олег. Мне лень. Так я начал искать другие, медленные, но более качественные по распознаванию модели. Ведь мне не важно, на этапе разметки будет аннотация картинки занимать секунду или 10 секунд. Поставлю на ночь комп жужжать видяхой, не проблема. Тот же Grok подсказал разные варианты детекторов покруче. Я начал изучать граунтинг Dino. В описании Dino есть множество готовых примеров решения той же задачи с использованием RoboFlow и без него. Это хоть и поубавило мой пыл якобы первооткрывателя, но и дало надежду, что технология эта будет хорошо развита. От примеров Dino я перешел к Autodistal от RoboFlow, где всю инфраструктуру уже подготовили и развили. Остается сформулировать поисковые фразы, да выбрать одного из провайдеров, бейс-модель в терминах автодистиллятора. Добавил настройку процента уверенности повыше и запустил процесс. Конечно же, датасет после робоаннотации нужно будет вручную пролистать и проверить на ошибки. Но это труд в разы легче ручной разметки с нуля всей кучи отснятых изображений. Обучив быструю модель этим датасетом, именно моих объектов, снятых именно снизу с высоты робота, именно на его камеры, я значительно повышу качество рисова и общую зрячесть именно этого робота, именно в этом месте. Вот и все, что я хотел рассказать в этом видео. Не забудьте подписаться, оставить лайк и комментарий. Всем пока, до новых встреч!